Добро пожаловать, генерал, в General's Drawer. Карта Дэмит Корхал. Сверху стартует Фарго. Китай, стандартные войска. На нижней позиции Моджо. Генерал Джазис, подрывник Гла. После просмотра пишите комментарии, ставьте лайк, дизлайк, подписывайтесь, бейте в колокол. Поддержать выход новых видео донатом можно по ссылкам в описании. Четвертьфинал турнира Scorched Earth на ваших экранах. Достаточно интересная ситуация произошла между Фарго и Моджо до этой игры. Моджо 2 раза не явился на поединок по техническим причинам. То у него админ не работает, то что-то с геймрейнджером, а Фарго тем временем настаивает на техническом поражении Моджо и просится в полуфинал, где уже ожидает Экскал. В итоге поединок состоялся, Фарго грозился одолеть Моджо со счетом 6-1, но по итогу проигрывает 4-5. Итак, матчпоинт для Моджо, и если он сейчас выиграет, то пойдет в полуфинал, а Фарго остается ни с чем. Ну что ж, начали. У нас достаточно любопытная карта, это Дэмит Корхал. Здесь есть вот такие дамбы, если их разрушить, то вот эти проходы сразу же разрушаются, здесь хлынет вода, и естественно уже будет хуже маневрировать одному из бойцов. У каждого ведь такие дамбы есть. Есть 3 вышки у каждого из бойцов, достаточно близко к базе расположено. 2 из них, можно сказать, на базе и установлены. Также 3 вышки у Моджо, и в сумме этих вышек 6. Есть по 2 арт-платформы. Достаточно много ресурсов на самом деле разбросано. Есть 2 ресурсных дока на базе у каждого из бойцов. И по правую сторону, также и по левую, есть коробочка дозер. Кстати, от Фарго уже поехал сюда налево, на 3-й ресурсный центр, я так полагаю, нарывается Фарго. Ну а тем временем через центр дракон, слева также дракон идет, а здесь Норка уже Амоджи, нужно разжигать стену огня. Работают ракетчики, разжигается стенка, но мне кажется, что все-таки этот дракон не сможет Норку-то до конца закрыть, а тем временем техничка пошла. Но подорвать не получилось Фаргу. Здесь Хеликс с Гатлингом. Поэтому техничка закрывается и все подрывники погибают. Ракетчики пришли сами без, я так понимаю, брони. А возможно, кстати, через техничку они сюда приехали. Но работает Хеликс и все юниты уничтожаются. Тем временем разжигается сейчас, я так полагаю, стена огня. Да, это работает танк-дракон от Фарго. Также помогает Хеликс. И Норка будет, по всей видимости, сейчас полностью закрыта. Да, все верно. Хеликс поможет. Ну, а дракон полностью эту Норку-то закроет. Хоть и каленый уже дракон, на самом деле. Тем временем отстраивается обратно Норка. Здесь рабочий, кстати, поставил вот тут фугас улучшенный. Ведь у нас демолишн. Но этому рабочему долго не жить. А Хеликс полностью эту Норку все-таки закроет. Поставил Фаргу 3-й ресурсный центр и выход в казарму. Я так полагаю, что захват вышек будет состояться через красногвардейцев. И, естественно, изученный захват. Не будет пока что пропаганды. Возвращается обратно танк-дракон. Нужно его сейчас ремонтировать. В военном заводе выходит новый. Тем временем справа дракон. Но там уже есть Норка от демолишена. Работают квады, ракетчики. Разжигается стена огня. И дракон будет сливаться. Да. Тем временем дракон от Фарго слева. Он подходит под Норку. Здесь, точнее, под вышку. А Моджо уже, кстати, все свои вышки-то захватил и заминировал их. Много квадов есть. Ракетчик в центре также разжигает стена огня. Не дают захватить вышку Моджо. Дракон слева уничтожается. Вышка будет жить. Тем временем квады. Квады здесь. Хеликс нарывается. Фарго и свой Хеликс теряет. Очень жаль, на самом деле, сейчас. Фарго так, можно сказать, бездарно, мне кажется, свой воздушный юнит слил. Почему-то мало как-то контролировал его. Тем временем разжигается стенка, и одна из дамб рушится. Если она сейчас все-таки уничтожится, сюда хлынет вода, и уже будет Моджо сложнее тут кататься. В ресурсной выходить также будет сложно. Разрушается дамба. Тем временем, посмотрите, рабочий здесь бежит, квады подходят, и практически уничтожили один из танков драконов. И рабочий-то пробежал. Что это, баг? Это баг на карте, почему сюда рабочий-то смог пробежать, ведь уже проход-то уничтожен. Рабочий проходит, и можно ставить сапплай. Ставится стационарный гатлинг здесь, и пройти уже будет проблематично к 3-му ресурсному центру Фарго. По-прежнему работают танки-драконы. Хеликс пошел на правый фланг, а здесь вовсю дефается Моджо, и также есть здесь мотик. Работают квады, Хеликс уходит. Подходит танк-дракон, разжигает, но близко боится подойти. Здесь Стингер и 2 Норки. Сапплай вовсю качает. Рабочий побежал дальше. Но там драконы. Плюс есть, кстати, красногвардеец. Должны рабочего-то уничтожать. Работает дозер и минус рабочий. Не удалось здесь Норку поставить. Ставится Гатлинг. Стационарная турель будет сейчас защищать позиции Фарго.
По-прежнему закрыт здесь Моджо на центре, работают драконы, не получается отсюда выйти пока что. Но вот эту вот дамбу бы уничтожить было бы неплохо на самом деле, также не давать Моджо совершать маневр, а уже нужно разжигать стену огня, очень много квадов, и один за другим драконы сейчас отлетают, Гатлинг можно закрывать. Но Гатлинг успевает уйти. Хотя можно было бы, мне кажется, даже пуститься за ним в погоню. А вот этот красногвардеец пока вообще непонятно зачем. Может просто контролить рабочих. Кстати, здесь рабочий-то залагал. В пробку попали квады. Часть уходит обратно в нору. И, кстати, Фаргу взял себе вышку. На центре также вышка захвачена. Но от слева вышка до сих пор не захватывается. Фаргу, не знаю, забыл он, наверное, об этом. Уходит в реактор перегруз. Не хватает Фаргу энергии. Нужно ставить. А вот как раз таки появилась электростанция. Дракон стоит также на дежурстве. А тут красногвардеец должен, по идее, контролить рабочего. Не давать построить норку. Но тут квады. Квады могли бы красногвардейца убить. Но они выцепляют Хеликс. Хеликс падает. Ну и что дальше будет делать Моджо? Идти на центр. Здесь пытается захватить Фаргу арт-платформу. Бьет тем временем Моджо по дамбе и срезает маневр Фаргу. Разжигается стена огня, работает танк Дракон. И, кстати, пробивает собственную вышку. Нужно отменять это дело. Ну и, в принципе, разжигать-то тут незачем. Проход-то закрыт. Квады подходят слишком близко, уничтожают еще и вышку Фаргу. Да и Фаргу сам через стену огня свою же вышку здесь сжигает. Ну а вот это вот не контроль на самом деле очень серьезный. Просто отвлекся красногвардеец на норку, хотя нужно было бить рабочего. И нора бы не состоялась, но норка все-таки отстроилась. Тем временем квады идут дальше, уничтожают арт-платформу. Часть квадов была потеряна с помощью танков драконов. Да, здесь драконами Фаргу разжигал. И часть квадов-то тут забрал. Ну сколько? Ну 1-2, наверное, забрал. И оставшаяся вот эта огромная армия сейчас просто отступает. Возможно, пойдет на левый фланг. Здесь ставится еще один военный завод. Разжигает стена огня. Танк Дракон. До сих пор нет напалма. Но такое большое количество квадов должны один дракон закрывать. Разобраться с ним не будет никакой проблемы. В целом, а тут Хеликс. Хеликс добавляется еще 2. Один с пропагандой, один с ракетчиками. И в сумме становится 2 Хеликса с ракетчиком, один с пропагандой. Уничтожается позиционка. Норка минус. Ракетчиков бы, наверное, нужно закрыть сначала ракетчиков, но бьется пока что сапплай. Минус рабочий, ракетчиков нужно срочно закрывать, чтобы не потерять Хеликс. А Хеликс тут неплохо так наполучал на самом деле. Вот здесь бы подзадефать на самом деле бы все. И вот эту дамбу уже бы добить, чтобы Моджо сюда уже просто так не переходил. А тем временем попадают тут в ловушку, на мой взгляд, квады. Разжигается стена огня, здесь военный завод мешает отступить. 2 гатлинга стационарных стоят, еще один танк гатлинг выходит. Квад трехлучковый потерян. И остается всего лишь здесь 5 квадов. Плюс Хеликсы летят, помогают. По норке пробили. Практически ее, кстати говоря, и закрыли. Ну и все, разобрался. Разобрался здесь Фаргу с Моджо. Норку, правда, до конца добить не удалось. Есть еще одна армия. Что же касаемо ресурсов, у Моджо, в принципе, все хорошо. Работают 2 сапплая плюс сапплай справа. Коробок уже становится меньше. 2 вышки на месте. Все здесь функционирует. Разжигать стена огня. Нужно отступать, чтобы один из складов сейчас Моджо свой не потерял. Ну и практически здесь уничтожается норка. Осталось канализацию и вот зажечь, и все. И норка уже больше не отстроится. Ставится еще больше стингеров. Ведь Хеликса в воздухе. Нужно контролить этот момент. Хеликс пока уходят выше по карте. Ставится командой центр. И у Фаргу 3-й ранг. Появляется повышение. Добавляется гатлинг, гатлинги и драконы. Вот что сейчас юзает Фаргу на земле. Плюс есть 3 Хеликса. Готовится 4-й. Пока нет мигов. На базе, в принципе, все неплохо. Сапплаи работают. Одна вышка. Но вот слева вышка до сих пор не захвачена. Это очень даже печально сейчас. Здесь сапплай отработал. Снизу сапплай качает. Деньги есть. Драконы пошли вперед, но появляется скат-лаунч, и есть дворец, есть демо-апгрейд, идет выстрел. И сколько сейчас драконов? 2 дракона. Я думал, что все-таки еще и 3-й соберет, но только 2 уничтожены. Но это, в принципе, большой дамаг, мне кажется, для Фаргута. Добавляется еще танк дракона, и идет дозер направо. Но там очень много квадов, плюс ставится норка, Хеликсы, аккуратно, не сливаем. И, кстати, зашел Джарман Кэл. Зашел Джарман Кэл, и уничтожается дамба. Уничтожается дамба, и мейн зажат. Мейн сейчас у Моджо, мне кажется, зажат. Только один проход тут остался, но тут работают драконы, плюс есть гатлинги, Хеликсы в воздухе. И пройти будет, мне кажется, проблематично. И Моджо идет своим Джарман Кэлом взрывать вышку. Взлетает миг, и вот можно было бы мигом отконтролить, но миги далеко уже. Один он, правда, единственный здесь. Загружается еще один Хеликс. И вышка, все.
Вышка сейчас взорвется, и Фарго теряет по экономике. Но вот эту вышку-то не забирает до сих пор. Ну как же так? Ну как же так? Наземные юниты в центре. Пытается Фарго захватить здесь арт-платформу. Одна из них была уничтожена. Работает Гатлинг. Но надо было-то бить. Надо было бить-то по-рабочему. А он бьет просто по норке. Работает Скат Лаунч. И минус Гатлинг должен быть. Да, Гатлинг минус. Много квадов. Ставятся норки, ставится стингер. Еще один стингер добавляется. Фарго отступает. Полетела ковровая бомбардировка. Захватывается арт-платформа. Пробивает здесь по ракетчикам. И ковровка. Разжигает стена огня. Ковровка. Как же она вдарит сейчас. Больно. Оу. Плюс еще и миги залетают. Хотели пробить Скат Лаунч. Батлбас тут наполучал. Огонь разжигается, но жаль, что нет напалма. Нет апгрейда на напалм. Теряется один Хеликс, но много юнитов. Очень много потерял здесь Моджо. У Фарго 4-й ранг. Все позиции очищены, но и у Фарго мало юнитов осталось. Моджо много теряет. Фарго много теряет. Моджо много теряет. Чисто мясо происходит такое. Еще один Хеликс потерян. Гатлинг почти уничтожен. Здесь рабочий пробивает просто собственными Хеликсами сейчас Фарго. Уничтожает Гатлинг, но рабочего закрыть-то так и не получилось. Пытается здесь пробивать позиционку, а тут стоит Джарман Кэл. Вот он. Вот он, Джарман. И попробовать бы забрать этот дозер. Еще и если энергия сейчас у Моджо появится, то это, конечно, будет печально. Напоминаю, что это матчпоинт для Моджо. Если сейчас Моджо берет эту игру, то он выходит в полуфинал. Полуфинал этого турнира, где уже его ждет Экскал. Выходят квады. Хеликсы пытаются работать по позиционке. Летит арт-удар. Вопрос, что будет пробивать? Пробивать будет позиции. Минус рабочий ставит Моджо маяк. И это он показывает. Лол пишет, смеется, что Фарго до сих пор не захватил эту вышку. А теперь еще и Джарман подошел, поставил минку. И просто сейчас эта вышка взорвется. Фарго так и не получит никакого экономического буста. Хеликс продолжает тут кружить в воздухе, пробивать позиции. Вышли здесь квады. Появляется апгрейд на напалм. Кстати, миг уходит. И теряется еще один Хеликс. Фарго страдает, что по экономике. Слева осталось очень мало коробок. Здесь вообще сапплай уже не работает. Нет, здесь никаких коробок. Собирать нечего. Вышку все Джарман Кэл уничтожил. И на базе также кончаются деньги-то. Все. А с деньгами-то очень плохо. Но Фарго дозером идет сюда направо. Вот коробки, где есть. Смещается наземная армия. Также сюда прикрывает дозер. Но есть, кстати говоря, еще какой-то флуат. Уничтожили Джарман Кэлла с помощью мигов. 4 мига в воздухе. Есть еще здесь какие-то хеликсы. И много достаточно пехоты. Значит, мы увидим еще несколько хеликсов. Это точно. Дракон идет направо. Скат Лаунч. Скат Лаунч минус танк дракон. Работают миги. Уничтожается 2 рабочих. Надо нужно быть аккуратным. Здесь из норки постоянно квады вылазят. И не терять свои миги. И всего лишь, правда, один здесь саполтрак работает. Миги взлетели. И минус Скат Лаунч. Ну и также потеря 2 мигов. Квады уходят обратно в норку. Вот сюда бы добавить саполтраки бы не мешало. Вообще, можно саполтраки-то отсюда вообще все как бы перегнать. Да, вот сюда. Ковровка залетает, бьет по позициям. Не было здесь юнитов, к сожалению, для Фарго. Да и позиции, в принципе, все практически остались целы. Они восстановятся, а эта позиция отстроится. Работает тем временем танк Дракон, разжигает стену огня, прикрывает арт-платформа. Дракон минус, ну и один квад потерял здесь Моджо. Что у него по экономике? 2 вышки на месте. Тем временем 1, 2, 3, 4, 5, 6 черных рынков. Собирать уже, в принципе, нечего. Здесь только остались на карте ресурсы. Вот сейчас эти коробки Фарго-то собирает. Идут рабочие вперед. Зачем, правда, непонятно. Их Моджо отправлять, если их тут контролит Фарго. Тем временем уничтожается здесь красногвардейцы. Это работает Джарман Кэл. Можно вообще заминировать эту арт-платформу. Взлетают миги, пробивают и теряются практически все. Один там только остался, залетают хеликсы, зачем непонятно, попадает под огонь квадов, сливается, и Фарго сдается, и Моджо побеждает. Вот таким образом, по итогу Моджо побеждает Фарго с счетом 6-4 и выходит в полуфинал турнира Scorched Earth. Но в полуфинале Экскал одолевает Моджо с тем самым счетом 6-1, с которым Фарго хотел победить Моджо. На сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарии, ставьте лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал. С вами был Алекс General и Generals The Hour.